Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами коррекция нарощенных ногтей для Насти. И в данном случае мы на коррекции разберем такой момент, как удлинение ногтей во время коррекции без использования бумажных шаблонов. Что же у нас получилось? Настя вполне замечательно относила ногти, но мы решили сделать коррекцию под покрытие для того, чтобы френч нам не мешал, убрать длину ровно по белому кончику. То есть отрезать белый кончик и как удлинение оставить длину ногтей. Когда мы это сделали, Настя решила, что ей такая длина не очень нравится, она хочет подлиннее. На это я сказала: окей, добавим тебе длину во время выкладки материала. Но это все я вам рассказала в качестве спойлера, а теперь возвращаемся к тому, что же мы делаем. Итак, мы убираем весь белый материал для того, чтобы он нас потом снизу не смущал. Дальше мы будем делать ноготки под лак. В принципе, мы с Настей всегда носим ногти под лак. И белый кончик под низом нам совершенно категорически не нужен. Мы его полностью выпилили, оставили один камуфляжик, убрали объемы материала, как обычно, для того, чтобы подготовить ноготок к выкладке. Запилили пилочкой отросшую натуральную ногтевую пластину для того, чтобы обеспечить адгезию со следующими слоями материала. Отодвинули кутикулу, нанесли праймер, базовый гель, все как обычно, а далее переходим к выкладке.
Итак, выкладку мы сегодня будем делать при помощи полигеля. Внимание, хорошая новость. Этот материал я тестировала на протяжении 3 месяцев. Он прошел все возможные тесты, он замечательно носится. Его большой плюс в том, что он не липнет к кисти и совершенно не забивает кисть. Кисть после его применения совершенно мягенькая, ее не надо вымывать, отмачивать. Так вот, хорошая новость заключается в том, что этот материал поступил в продажу в магазине. Поэтому ссылочки ищите в описании, по очень приятным ценам замечательнейший материал. Для того, чтобы удлинить наш ноготочек, мы выкладываем материал таким образом, чтобы его просто вытянуть за пределы нашей натуральной ногтевой пластины. Ну, вернее, не натуральной, а того ногтя, который у нас есть. И материал настолько хорошо себя ведет, что позволяет вытянуть длины до 5 мм, то есть 2 разметки на форме. Он никуда не течет, никуда не плывет, поэтому кисточкой можно сразу же разровнять все таким образом, чтобы у нас получился красивый ноготочек. Потом изнутри немножечко поправим арочку фрезой, и у нас получится готовый ноготь длиннее того, что был у нас изначально. Соседний пальчик будем наращивать полностью, Настюшка его сломала, ничего страшного. Опять же мы берем полигель и в одну капельку, без подложки, без ничего, выкладываем полную архитектуру нарощенного ногтя. В этом случае самое главное не забыть правильно поставить форму уже, чем натуральная ногтевая пластина. В этом нам помогают насечечки на форме, если вы обратили внимание. И, конечно же, нужно будет поджать материал для того, чтобы его собрать в красивую кругленькую арочку. Хотя, если у вас максимально правильно стоит форма, то и поджимать будет нечего.
После того, как у нас все выложено, просушено, причем сушится этот материал буквально за минутку и просыхает на всю толщину выложенного ногтя, после того, как мы все это просушили, мы переходим к опилу. Опиливаем наш материал по форме миндалек. Напоминаю, ссылочку на материал ищите в описании, я там ее обязательно добавлю. И как я и говорила, изнутри поправляем арочку, собираем весь материал в кружочек и обратите внимание, насколько длиннее стал наш ноготок. Здесь очень хорошо видно, потому что я специально для этих целей взяла разного цвета материала, чтобы потом просто вам показать, как это выглядит. Итак, вот такая коррекция ногтей у нас сегодня получилась. Надеюсь, вам было полезно. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!